Ребята, всем огромный привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня видео посвящается любимым хоечкам. У меня орхидеи и хои просто вот в приоритете, девочки. Не знаю, и тот вид растений, и тот является эпифитом. И сегодня покажу, так приоткрою завесу, вместе с вами поухаживаю за хоями. Не в плане, что-то мы польем, что-то мы почеренкуем кого-то. Черенки укоренять поставим. В общем, оставайтесь со мной. Надеюсь, что эта информация для вас будет полезно-развлекательной. Ну и сразу покажу, многие меня спрашивают в комментариях: Аня, как там твоя хоя, которую ты недавно покупала? Это Каудата Сильвер. Аргент, да? Аргент, как-то так она называется. Девочки, вот у нас уже 2 листика, посмотрите, 2 новых листика. И они полностью в заливке. Где она у меня обитает? Обитает она у меня на стеллаже под искусственным освещением. Очень долго с одним листом она стояла, и наконец-то, о боги, она начала расти. Выдала вот этот вот, видите, усик. В общем, у меня на нее надежды. Возлагаю на нее большие надежды. Но, девочки, реально все лето ребенок стоял и ничего не растил. Я уже начала переживать. И сейчас я переключусь, и мы с вами посмотрим, кто здесь у меня в этой локации из хоечек. Я здесь уже так расположилась, развернула своего помощника в виде клееночки, на которой я последнее время произвожу пересадки. Покажу, что у меня есть из черенков на сегодняшний день в излишках. Смотрите, вот у меня очень неплохо растит свои корешки. Так, Аббавата вариегата. Вот видите, корневая нарастает очень быстренько. Есть хои, которые не дождешься, очень долго наращивают. А это прям хорошо. Как-то девочки мне заказали срезик. И я посчитала, что вот если давать им усик, эти листья были маленькие. Ну, как бы не уверена я, что они смогут укоренить. Я поэтому верхнюю часть усика оставила себе. Здесь эти листики были прям в зачатке. А девчонкам уже отослала срезы, которые ниже были по стеблю. В общем-то, себе оставила вынужденно этот черенок. Он долго стоял в воде, там же в воде и укоренился. И после всего я его вот так, обрезав бутылочку, посадила в смесь универсального грунта, перлита и серамиса. И вот, слушайте, прям неплохо. Кто захочет вот такую вот красоту, это очень красивая хоя, Аббавата вариегата, она очень красивая, и симпатично цветет. И лист у нее здесь, видите, с варигатностью, с плешем. И здесь я вам предлагаю бонусом уже цветоносики. Вот один цветонос, и вот второй. И вот уже начался новый виток роста. Посмотрите, готовое растение. Пишите на фейсбуке Аня Ярощук, добавляйтесь в друзья и забирайте эту красоту. Что у меня еще есть на излишках? Так вышло. Я попробовала укоренить Dischidia Apple Leaves. Все они были у меня в тепличках, кроме Аббаваты вариегаты. Она уже конкретно адаптирована к комнатным условиям, к условиям наших квартир. Эти дамочки уже несколько недель находятся тоже на свежем воздухе. И вот Apple Leaves в тепличке мне вот так нарастила корешков. Это такая классненькая Dischidia. Спасибо Марине, она мне ее прислала. Так что поделюсь. У меня как-то там получилось не специально. То ли я обломила краешек. Что-то там случилось на той подаренной мне. Она стоит вон там сверху. Уже тоже достаточно такая дама
большая. Видите, у нее веточка такая длинненькая. И вот я думаю, ну, укореню черенок. Черенок уже пошел в рост. Судя по всему, это не очень прихотливая дисхидия. Вообще дисхидии не очень прихотливые. Вот обратите внимание на мою любимку. Кто захочет срез, тоже поделюсь. Это дисхидия овата. Немножко потеряла загар она, потому что она у меня здесь на лоджии, как, знаете, в глубине. Посмотрите, она за лето какие косы мне нарастила. Такая ласточка, лапочка, ласточка. И вот она так цветет, интересно, там такие мелкие цветочки. Но ее любят, конечно же, за листики. Очень легко укореняется, очень радует. Очень интересное растение. Даже те, кто не любят хвои, а любят какие-то ампельные такие зеленушки интересные, то может этого арбузика себе прикупить на срез. Отрежу вам прям тут хороший черенок. Можно прям вот так обрезать 3-4 узла. Ну даже тут, вы знаете, вот у этой дисхидии достаточно даже одного узла. У нее на каждом узле, видите, уже есть зачатки корешков. То есть вы просто помещаете срез во влажную среду, в субстрат, не надо в воду, сразу в субстрат. И делаете тепличку, можно целлофанчик сверху одеть, можно в коробочку какую-то пристроить. Освещение, влажность, и она очень быстро укореняется, вообще беспроблемная. Она мне нравится. Вот хирсута моя, она тоже дисхидия, сейчас вам ее покажу, но она уже такая с характером. Вот смотрите, моя хирсута. Я кому-то из вас, девочки, поделилась с кем-то череночком, кто-то очень просил, я поделилась. Ну вот она у меня уже, наверное, больше года, и вот не растет она прям так, знаете, какими-то такими темпами сумасшедшими. Не знаю, и корневой я не вижу такой, знаете, прям ярко выраженный. Но у хвой такое бывает, и у дисхидий такое бывает, что масса корневая очень-очень скромная. Но она обеспечивает все растение необходимой влагой. Смотрите, какая она. Мне так нравятся эти монетки, прямо вау. Короче, красотка. Красотка, жду, пока она разрастется. Она вообще в таком малюпусеньком стаканчике. Но вот за лето она вот эту веточку отрастила. Умничка. И вот покажу вам сразу, они стоят рядом на полочке. Это серпенс. Вот так она у меня разрослась. Девочки, ждала цветения. Она повыдавала, вон видите, много разных, ну, много цветоносиков. Вот такие они тоненькие, маленькие. Ну, как-то бутоны не завязывает, не хватает ей сил. Она у меня теперь живет вот в таком стаканчике на фитильном поливе. Надо, кстати, долить, но здесь еще влажно. Ну вот растет. Сначала растит свой усик, потом на нем уже появляются эти замечательные, трогательные, маленькие очень по размеру листочки. Вот если сравнить с оватой дисхидией, то они очень маленькие. Такая прикольная. Серпенс. Интересная. Вот тут, видите, она у меня разветвляется сама. А посажена вот тут маленьким черенком одним. Так она у меня наросла за сколько? За года полтора, наверное. Ну, тоже такая капризуля, судя по отзывам. Это она у меня, девочки, в обработке. Это не сплэш. Это надо будет ее покупать. Ну, теперь сразу покажу тех, которые тут рядом, которые тоже этим летом приехали. Вот, например, Калистофила Вена. Все, что я от нее дождалась, это вот эти два узла за лето. Не очень она такая прям желающая расти. Она приехала, вот это укорененных два листочка нижних и подсохший усик. Она пошла, видно, у продавца в рост, но после подорожи, после переезда она его осушила. Немного погодя, она рядом точку роста разбудила, и вот мне 3 листика выдала. Вот такая вот Калистофила Вена. Не знаю, там девчонки мне писали, что это Black Cat. Не знаю, покупала как Калистофила Вена. Очень она такая контрастная,
Не знаю, Кэт это или Вена. Девочки, напишите в комментариях, кто именно знаток калистофил, у кого они есть, на кого она больше похожа. На Вену именно или на Black Cat. Девочки, я немножко... Здравствуй, осень! Немножко я не в ресурсе. Ну, хоечки это вообще... Сходила в поликлинику, решила сделать чекап организма, и вот видите, что получилось из этого. Так, это, помните, я купила вот эту прекрасную EPS 260 с 2 листиками. Вот это вот добро все наросло у меня. Мне писали, девочки уже желают черенок. Ну, девчонки, к сожалению, ее рост не такой стремительный, как у некоторых других хой. Поэтому все, что она нарастила здесь мне, еще очень скромно. И не хочется ее резать, потому что вот только-только вот этот усик, ну пока он молчит, ну вот я думаю, здесь тоже скоро будет пара листьев. Не хотелось бы ее обижать. Она еще юная королева. Очень мне нравится ее лист. Классная. Вот этот у меня первый вырос такой вообще, видите? Аж переливается, такой большой, красивый. Затем на солнечной стороне у меня получилось 2 небольших листика. Все-таки, когда переизбыток света, теряется ухой декоративность листвы, она становится такая, знаете, неяркая, и уменьшается размер. То есть растению не надо много для фотосинтеза, много света, да? Оно само регулирует. Если света переизбыток, то растут мелкие листья. Ну, вот так. А если недостаток света, полутень, чем темнее, короче, тем темнее заливка, тем больше лист. Так что вот так. Я убрала ее на северную сторону, и здесь она мне уже следующий листик выдала покрупнее. Ну, вот так я заметила. Ну, вот это мое наблюдение. Возможно, это так. Вот я сейчас на стеллажах летом только поздно вечером включаю освещение, подсветку. У меня хои не загоревшие, и они у меня растят более крупную листву. Видимо, им не хватает той площади поглощения света, так они увеличивают. На свет они повлиять не могут, только мы можем его добавить или уменьшить, а они регулируют свою эту, как бы, компенсируют величиной листа. В общем, эти 2 красотки у меня здесь. Так, это мои тут видоси инцикли. Ну, что-то там они растят. Что-то там они растят. И вот еще одна хоя, которую я очень хотела. Надо, вот что происходит вот в этих фитильных резервуарах. В резервуарах с фитилем. Вот такая хлорелла растет. Это надо периодически мыть. Ну, я вечно спешу, заливаю. Но вот сегодня вот уже она выпьет эту водичку. И уже через пару дней я отстегну, помою, исправлю ситуацию. Это Hoya isensis. Все время я не могу понять, почему у нее скручиваются так листья. Каждый лист как лодочка. Что это такое, спрашивала, девочки, у вас в комментариях. Почему? Почему? Ничего я не пойму. Ответа не пришло. Наверное, вы не знаете, как не знаю и я. Я вот найду, у кого я покупала, а теперь это так непросто сделать. Классная хоя, конечно. И задам такой вопрос продавцу. Что не хватает хои, почему она скручивает лист? Возможно, не хватает атмосферной влаги. Тоже такое может быть, да? Возможно. Но я не думаю, что это происходит от переувлажнения. Она у меня на фитиле. И вот она у меня нарастила 2 узла самостоятельно. Видите, она не та эссенсис, которая обычная зеленая, она именно серебряная вот такая. Ничего она крутит лист, я понять не могу. Вот новый, тоже в виде лодочки растет. Вот такая вот интересная дамочка.
Очень тоже не спешащая хоя, быстро не растет. Это вот те, которые у меня здесь. Так, здесь у меня, конечно, разошелся не на шутку фунги. И вот уже здесь где-то ушел под подоконник. И он там ищет себе какие-то убежища. Ну ладно, иди туда. Вот фунги подарен мне Татьяной. Растит листья, но что-то не хочет на них рисовать сплэш. Что-то ему тоже не нравится. Хотя сначала даже на старых листьях был сплэш. Куда-то он ушел. Но так как листья стали темно-зеленые, возможно, ему здесь не сильно хватает света. Непонятно. Эти листья салатовые новые, они одновременно практически растут. Они очень мягенькие еще. Должны задубеть. И они светло-салатовые, но тоже сплэша я на них не наблюдаю. Так, хочу сегодня снять черенок своей красавицы Триколор. Но прежде чем я это сделаю, мы с вами еще тут рассмотрим, кто у меня здесь еще есть. Вот на излишках у меня еще вот эта красота. Это у меня Собак Бьюти. Я ее так засунула, но на корней, видите, нарастила в тепличке много. Уже неделю она стоит у меня без теплицы. Черенка, ну, точки роста я пока не вижу, я ее прям утопила. Утопила туда вовнутрь. Но я думаю, начнется рост. Очень красивый лист у нее. Так что, кто захочет, хорошая, красивая, интересная хоя. Она мне очень нравится, и как цветет, нравится. Только я так что-то насчет аромата не помню. Она как-то так зацвела, и пока я туда-сюда, она и отцвела. Так, моя красота серебряная. Девочки, у меня такое ощущение, что вот молодые листья прям вообще. А на солнце как переливаются. И такие мигусенькие-мигусенькие. Надеюсь, что они наберут массу. Этот, видимо, второй вот этот позже, он помельче. Такая каудата. Я вообще любитель каудат, но это прям очень интересная. Одна из самых дорогих хой у меня в коллекции. Видимо, ну, я знаю, что есть у ребят такие хои, которые вообще ого-го сколько стоят. А это на сегодняшний день в линейке средняя цена, высокая цена, скажем так. Так, и вот у меня еще один такой переросток излишек. Точно так же пришлось срезать, когда срезала там черенок, срезала ус. Это каудата Silver Splash. Видите, какая? Тоже такая классная. И я воткнула черенок сначала в мох, но дело не пошло, а потом я просто в грунт. Еще там такой рост корней начался со временем. Сначала это была тишина, ничего такого. А потом прям как, что называется, дама освоилась. И вижу, что здесь уже точка роста проснулась. В общем, долго стояла, но наконец-то вот. Вот, я даже опору, видите, прикрепила. Она у меня на опоре. Этот усик она немножко подсушила, не развивает. Я думала, она будет продолжать его, но это и хорошо. Так она решила точку роста разбудить. Здесь один листик, но думаю, со временем появится и второй. Возможно, зачатки есть. Очень такая неприхотливая, как большинство каудат. Каудата Silver Splash. Вот многим рекомендую эту прекрасную хою как начало, как старт любви к каудатам. В общем, вот так. А потом, когда уже руку набьете, можно уже вот такие, более дорогостоящие приобретать. Так, кто ж там у меня на заднем плане? Это надо полить. Я вам рассказывала, это Марина мне. Ой, не Марина, это Танина хоя. Таня мне прислала. Я принесла. Был неожиданный сюрприз. И это Аничиноидес хоя. И вот представляете, вот так я окном нечаянно... не я,
Я ее поставила на окно, и был сильный сквозняк. И вот так окно хлопнуло, и пол листа вот так сломалось. Лист очень классный такой, мясистый, прям, вот знаете, классный. Ну, очень так потихонечку растет, но растет. Вот я буквально сейчас только, здесь еще новая пара листьев, ее вот так приспособила на опору. И буду сейчас поливать вместе с вами. Чем я поливаю? Сейчас я после покупки польских снадобий, вот смотрите, я уже сколько использовала, сболтнула, вот видите. Это удобрение, черная орхидея, по-моему, она называется. Очень неплохой орхидеи, и хуи хорошо на него отзываются. На литр 5 пшиков. Прям так удобно. Раз, два, три, четыре, пять. Но я делаю когда 2, когда 3. Я много не пшикаю. Не в целях экономии, а в целях не переборщить. И вот у меня такой получается раствор. Я его взбалтываю и поливаю. Мои орхидеи хуи уже политы этим удобрением за этот летний период. Политы уже дважды. Ну, я думаю, раз я меньше дозу даю, то полью 2 раза в месяц. И вот видите, сколько уже осталось. Так что очень даже неплохо. Хуже никому не стало. Вот, смотрите, какие корни у нее. Ну, какая. Тоже универсальный грунт, перлит и серамис. Прекрасно. Пошла в рост. Так, только одна точка роста проснулась. Потихонечку наращивает свой листочек такой. Будет потом такой плотный. Это хоя с такими крупными листиками. Она сейчас корешков нарастила. Все, не буду перебарщивать. У нее там влажненько. Нарастила корешков, и все. Будет красавица расти. Так, еще одна хоя от Тани, которая у меня тут нарастила листьев. Раз, два, третий. В общем, когда мне ее подарили, у нее не было на этих узлах листьев. Это Керри Сплэш. Немножко она весной, здесь было холодно, она чего-то у меня покрылась темненьким. Я топсином вам показывала, прошлась с 2 сторон. И потом она все стало потеплело, все стало хорошо, и она начала растить листики. Единственное, вот один лист, смотрите, обратите внимание, вот что не хватило. Один лист отказался рисовать сплэш, видите? Следующий сплэшный, еще такой маленький, мягенький. Предыдущая пара листьев сплэшная, а здесь вот такой одинокий зеленый листик. Представляете? Удивительно. Сегодня тоже приколола ее вот так, что она уже заваливалась в сторону. Здесь есть еще второй усик. Усик, черенок. Он пока не оброс листиками. Ну, я его не трогаю, не срезаю. Вот такая вот интересная. Вообще Таня сказала, что она дает вот эти побеги своей весной во все стороны. Вот эти сердечки, может, они еще не сформировались, но они очень маленькие, вот эта пара. Возможно, они еще в росте. Они как-то все одновременно наклюнулись, но вот это вот мне нравится, нижняя пара листьев такая полноценная. Мне так нравится этот сплэш. Вообще класс, да? У меня есть еще варигатная. Она в прошлом году как стартанула, Керри варигата. Я девчонкам резала много черенков. Сейчас могу только один срезать. В этом году она так не растет. А в прошлом году она мне дала длинный ус, Керри варигата, больше 1,5 метра. И нарастила листьев. Вот я поделилась черенками с девочками, с многими, кто хотел. Надеюсь, что у них все в порядке. И она прижилась. Так, все мы тут посмотрели. Сейчас будем сюда двигать эту красоту. Я хочу там, девочки, рассмотреть и срезать черенок. Это моя красавица триколор. Помните, как мы с вами горевали, делились опытом, когда она у меня ушла в зелень? Она, получается, дала мне зеленую прям поросль в начале своего пути.
Я нещадно просто, ну я обрезала просто ту зелень, просто даже не стала укоренять. У меня на тот момент была карноза, сейчас ее нет, простая. Я просто выбросила. Короче говоря, вот где-то это было, не знаю на какой ветке. Вот здесь тоже вижу больше. Вот эта ветка не развивается, у нее здесь и сплэшные листья есть, но больше зелени. Ну ничего. Кладовочка с запасом веществ. А дальше пошел розовый, вот именно вот такой розовый ус. Он сначала был розовым, теперь он одеревенел. И вот он начал давать мне прям листик за листиком такой с варигатностью. Я прям такая порадовалась. Действительно, это правда, что нужно обрезать поросль, которая идет в зелень. Так, вот здесь сейчас у меня тоже какое-то ответвление организовалось, но оно вроде как розовое. Но видите, вот такое бывает. Вот по пол листа. Возможно, нехватка ей здесь света. Может быть. Вот этот листик, вернее, усик я крутанула. И он сказал: все, я на тебя обиделась. Ну ладно, обиделась так обиделась. Так, закрутим. И я хотела здесь срезать. Что я хотела здесь срезать? Укоренить. Я так по чуть-чуть беру, укореняю. Вот здесь я хотела вот этот вот черенок. Вот он. Здесь, там, где раздвоение, вот этот срезать хочу. И вот этот черенок, он сейчас не в росте. Укоренить. Потому что я вот так беру, периодически делаю ей стрижку. Так, где ты упала? А вот. Так. Видите, даже млечный сок особо с нее не течет. Как по мне, она из тех, кто не быстро укореняется. Смотрите, пошла дружить с фаленопсисом. Ну вот, не знаю, как у вас дела с триколор. Смотрите, какой красивый, интересный черенок. Попробуем укоренить. У меня укореняются, но лучше укореняются в весенне-летний период. Попробуем сейчас в летний-осенний, на осень укоренить. Ну, уже осень, начало осени, но еще тепло. Попробуем сейчас. Я просто сейчас возьму стаканчик, возьму торф, воткну и поставлю в тепличку. Что-то у меня тепличка опустела. Все разъехались, стаканчики с укорененными хоечками, все разъехались к новым владельцам, к новым мамочкам. В общем, сейчас подготовлю и просто воткнем. Не ставлю я на проращивание воду, просто сразу черенкую в торф Классман. Пока полью Fairy Splash. Сказать, что она прям любит прям много пить. Вот корни ее. Ну так, я смотрю, чтобы не пересыхала совсем на нет. Но переливать ее тоже не стоит. Дело в том, что вот эти хвои с такими мясистыми листьями, они имеют запас влаги хороший в листьях. И поэтому где-то пересушку они могут вам простить. Поэтому вот чуть-чуть и достаточно. Я решила керри здесь оставить на подоконнике. Анициноидес отправила наверх, там, где он и стоял. Так, здесь у меня разрастается, как она называется, я постоянно забываю. Мелифлоа. Хуя. Там еще одна у меня есть, она уже ушла под потолок, огромная. Так, вот такая ветка у Dischidia Leaves. Классные такие яблочки, мне очень нравятся, девочки, прикольная. Но как-то она эту сторону не хочет развивать, растет однобоко. Ну ладно, посмотрим. Так, тут моя орхидея. Все нормально. И смотрите, что творит вот это. Я не помню ее название. Оно написано. Она, знаете, что делает? Она решила подружиться. Ой, это у меня не фувоенсис, а флагеллата. Флагеллата вот пошла наверх.
Такие красивые листья растет, видите? Как только я ее посадила на фитильный полив, вот она здесь, она прям так, поставила я ее, сейчас, девчонки, поставила я ее на опору, сейчас слезу, покажу. Она как-то не очень флагеллата хотела расти, это каудата подобные хуи. После того, как она начала чувствовать, что я ее постоянно доливаю ей водичку, сейчас тоже, девочки, пойду, буду вот это все вымывать. Она прям побежала, побежала, побежала. Видите, какой она вырастила уже усик. Я ее закрепила здесь. Не цвела она у меня еще ни разу. Вот такая вот интересная флагеллата. Интересная. Мне нравятся такие каудата подобные. Суматра, там Таня мне подарила Суматру. Суматра пока стоит на месте, она там у меня сверху стоит, но пока особо не растет. Вижу, что я сейчас спускаю флагеллату, пойду мыть, и резервуар заполню, оставляю ее здесь. И там у меня, ну вот эту же хочу снять. Вот решила она прям цепляться за все. Но мне сразу вот такую ее пышную вручили. И она вот эти усы все. А, это каганенсис. Кагаяненсис. Кагаяненсис. О, смотрите, какая у нее корневая. Много черенков. Это, считайте, мне кажется, каждый черенок это как отдельное растение. И вот она такая растрепа. Кагаяненсис. Но у нее интересный лист. Он прям переливается на солнце. Но что делать с ее вот этим вот красивым, растущим в разные стороны, желающим... Ой, тут такой листик интересный. Расти. Ну ладно, пускай растет. В общем, девочки, могу тоже нарезать, кто хочет кагаяненсис. Мне одной это много. Так, и здесь еще моя красотка. Ой, ой, дождалась меня с Карпат. Я за нее больше всех переживала. Тоже уже пустой поддон. Слушайте, ну она любит пить. Немножко грунт вот этот не сильно хороший. Она так быстро выпивает воду, которую ей предложили. Вот она уже легкая. Все, сейчас надо помыть тоже ее бочоночек. Это полинейра альба маргинатная. Вот она дала мне уже, смотрите, разветвилась. Я хочу, чтобы она, конечно, она ж так болела у меня. Девочки, кто у меня брал полинейру, напишите, как там ваша поживает. Все ли с ней хорошо. Вот, смотрите, какая она красивая, 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 красивая. Так, а здесь листики идут тоже с такой варигатностью, но слегка. Мне нравится, когда больше белого, да? Ну вот она вообще легкая-легкая. Боже, когда ты успел... Вот представьте, что поливается как бы, ну, в принципе, одинаково, в одно и то же время. И полинейра просыхает быстрее остальных. Так, девочки, и сейчас покажу вам, помните, мишку Тедди? Вот этот мало пьет. У него там, мы его в камни с вами посадили. И смотрите, что произошло после того, как мы его с вами посадили в камни. Что, какие подвижки, что произошло? Вот, смотрите, у него лист появился новый, да? Не чудеса ли? И вот точка роста есть. В общем, вот так. Этот что-то не растет. Вообще, эта хоя очень странная. Ой. Ну вот пьет помалу. Фитиль этот хорошо тянет. Но он так помалу-помалу пьет. Я надеюсь, что скоро появятся его корни в отверстиях этих дренажных. И он найдет сам воду, мне так кажется. Вот этот лист прям замер и стоит. Да, странно. Хотелось бы какого-то больше динамичного роста, но все мне пишут, девочки, вы мне пишете в комментариях, что что-то у вас тоже как-то вот оно вот как-то наподобие, да? Ну вот, пускай продолжаем осваивать
Вот такой вид грунта. Это гидропоника. Может, надо было мне повыше фитиль, но с другой стороны, растит же там что-то. Хай растит. Вот его я не буду ничего делать. Воды было полно. Осталась половина. Значит, пьете. Значит, все нормально. Значит, все нормально. Так вот, девочки, вот такая вот история. Ну вот, помыла, девчонки, поддончики. Ну, конечно, не так-то просто, потому что я там ложкой обратной стороной туда залезаю, чтобы отстегнуть. Скручивается этот поддон очень тяжело. Но сейчас все равно на свету через время опять появится. Так, я наливаю вот так резервуар и немножко сверху проливаю, для того, чтобы, если там фитиль перестал работать, надо его со всех сторон смочить. Понимаете, девчонки? Потому что бывает такое, что нужно и сверху пролить, если там уже все высохло. Наливаю полную под самую завязку с удобрением, что способствует быстрому разрастанию зелени. Ну а что делать? Органика. Ну зато попьет и хорошо будет. Но она, конечно, любительница попить вообще. Я, конечно, за нее, говорю, переживала больше всего. Хоть бери ее с собой, эту красоту. Так, а здесь даже и сверху проливать не надо, он влажный. Грунт здесь. Этот уже фитиль разработан хорошо. Ну, можно чуть-чуть. Но я вижу, что он влажный, серамис влажный. Полью. Видите, удобно вот такая поливалка для таких стаканчиков. Раз и все. Девочки, поналиваю полный. И вот насколько схватит. Ну, наверное, если вот будет продолжаться жаркая погода, такая теплая и низкая влажность, то это быстро выпивается. Вот полинейра у меня в жару за 2 дня все это выпивала. Я была в шоке. Говорю, куда ты, как не в себя. Причем у нее было меньше листовых пластин. Ну вот как. Так. Все, этому даже много. Все, готово. Ну, а мишке можно так сверху пролить эти шарики, да? Ну, не оставим же мы его без ничего. Надо же его тоже чуть-чуть. А вдруг там что-то не так? Ну, я думаю, что там все нормально. У него вода есть. Даже вот она полилась сквозь. Надеюсь, что там хорошо этот самый. Если бы не работал фитиль, там уже беда бедой была. И вода бы не уменьшалась. Ну, все нормально. Листик растет, он не вянет. Поэтому думаю, что система такая, фитиль и плагрон заработала. Ну, от него теперь новые листики. Сейчас поставлю его наверх, там, где потеплее. Будем дальше наблюдать. Так, девочки, у меня здесь этот черенок. И вот еще один. Это наша любимица ундулата с цветоносом и с засохшим усом. Она дала, моя ундулата, новый красивый ус, на котором сейчас растит красивые листики. А этот ус вот так вот высох давным-давно, и ничего она здесь не хочет будить. И очень часто цветет. Уже 3 цветения было. В общем, я решила это направление роста срезать. Сейчас она подсохнет. Смотрите, какой большой лист шикарный у нее. Такая прям вообще. И я ее посажу. Не буду сильно вертеть, потому что могу открутить ей лист. Отрежу этот сухой ус. Когда-то я его пыталась закрутить, когда он был в росте. Ну вот, это закончилось ничем. Усы ундулат лучше не трогать. В общем, на сегодня у меня, после того, как подсохнут эти 2 красавицы, 2 посадочки.
и отправка их в тепличку. Сначала была идея использовать для ундулата вот такой большой стакан, но это неправильно. Я ей выделила стаканчик поменьше, значительно меньше, чтобы она, так сказать, побыстрее нарастила корешки. Листья у нее, конечно, шикарные. Шикарные. Это пара листьев, самая, по-моему, большая в помете. Самая большая пара листьев на растении. Но смотрите, это 1,5 моей ладони. Ну и вот это вот вообще в маленький стаканчик пойдет. Так что все, готовимся. У меня было немного перлита. Я его смешаю с торфом Классманом. Не знаю для чего. В торфе и так хорошо, но я смешаю. Некуда было деть вот это количество перлита. Его тут совсем чуть-чуть. Ну, пусть будет разрыхлитель у торфа тоже. Я теперь мешаю и думаю, может, и не надо было так делать. Торф сам по себе тоже неплохо. Ну, ладно. Питательный грунт с разрыхлителем. Ну, как питательный? Торф как бы на начальных этапах неплохо себя при укоренении, так как он ведет себя неплохо. Но потом в дальнейшем он как бы не содержит того питания, которое необходимо для дальнейшего роста растения. Поэтому рекомендуют через полгода, может и через 3 месяца, когда уже растение укоренилось, его все-таки пересаживать в более такой субстрат вкусный, как я говорю, более содержащий большее количество питания, чем торф. Сейчас, девочки, засыпем. Там уже вижу, ундулата подсохла, уже ничего не течет. Растение само выделяет это млечное молочко, как мы называем, для того, чтобы свои... Ой, да, я неправильно делаю. Я ж могу просто воткнуть, правильно? Купирует свои рамки, заживляет, тромбирует. Может, и маленький стаканчик посмотрим сейчас. Ну, в большой нет необходимости. Лучше потом перевалить аккуратно. Надо будет чем-то закрепить. Ой, всех завалило. Вот так вот. Вот так вот. Видите, цветонос на поверхности. Надо будет потихонечку поливать. Торф очень тяжело намокает. Надо будет чем-то прищепить. Ну, вот так укрепить. И так в основном и черенкуется. Кто-то ставит черенок в воду. В воде укореняет. Но в воде потом, получается, когда начинаете пересаживать уже в грунт, то бытует такое мнение, что не все хвои там хорошо приспосабливаются. Вот этот переход от одной среды в другую неблаготворно влияет, негативно влияет, я бы так сказала. Ай, замажу сейчас все тут. Хочу же досыпать. Присел немножко. Ничего, сейчас умоемся. И получается, только корни привыкли к одной среде, наросли в этой среде, а их в другую среду помещают. Так что лучше в тепличку отправить. Вот это поедет партия моя из 2 хвой в тепличку. Вот видите, как я намачиваю. Надо хорошо намочить, и потом даже в теплице оно даже и поливать не надо. Там 100% влажность. Крышку закрыл и все. Кто-то проветривает. Девочки, я проветриваю. Знаете, у меня какой режим проветривания теплицы? По любопытству. Вот когда мне любопытно поглядеть, а что там происходит. Сейчас я еще торфа добавлю. Вот тогда я залазю в теплицу, соответственно, ее открываю, всех перебираю, смотрю, у кого что наросло. Вот тебе и проветривание. Как часто у меня это любопытство возникает, может быть, раз в неделю, может быть, раз в 10 дней.
может раз в 3 дня. Ну вот в первое время я вообще туда не лазю. Я поставила, я прекрасно понимаю, что через 2-3 дня там ничего не произойдет. Я туда даже не заглядываю. Поставила, включаю освещение, это у меня под искусственным освещением происходит на полочке. Поэтому один черенок ундулаты я уже укоренила, он поехал к девчонкам. Стоял, но недолго стоял, потом начал расти. Так, давай тебя еще укореним. И пошли такие хорошие, мощные корешки, и пошли листики ундулаты. Я знаю, многие как-то с ней не дружат. Говорят, что и не понимаем ее, и она не хочет расти. Не знаю. Может быть, у меня такой вид какой-то не вредный. Даже не знаю, что у меня за ундулаты. Они же тоже разные бывают. Листья помоя. Все больше не буду добавлять. Все, там воды уже налила. А видите, аж какое мокрое. Я думаю, что этого достаточно. Вода аж плюхает. Все. Не знаю, один и тот же вид. Я не думаю, что от сорта к сорту что-то зависит. Единственное, знаете что? В рамках вида, в пределах вида могут быть вот эти варигатные хои и с этими разным, так, какой стороной? Вот этой, да? С разным вот этим варигатностью, сплэш. И вот эта варигатность, она тормозит фотосинтез. Поэтому растение просто с варигатностью, оно хуже развивается. Ну, по этой не скажешь. Но она дольше укореняется, чем обычная карноза. То, что это тоже ж карноза, только 3 колор. Что-то там с ней наколдовали с обычной карнозой. И получилось 3 колор. Ну, это как бы на начальных этапах, может быть, она будет долго разгоняться, а потом она нормально растет. Мне очень нравится, как она, вот эта карноза, триколор, как она цветет. Слышала другие названия ее. Как-то она называется Руби, да? Что-то такое. Девочки, напишите. Я все время забываю. Все, вот 2 черенка мы с вами пересадили. Я сейчас еще возьму, пойду срежу парочку черенков. Меня часто просят хишкелиану варигатную. Девочки не хотят срезы, хотят укорененную. Потому что она тоже как бы немножко капризюлька, не хочет легко укореняться. Я поэтому вот мне один раз попросили, второй. Сейчас срежу пару срезиков хишкелианы и тоже воткну вот так же в маленькие стаканчики. У меня вот здесь вот эти стаканчиков целая куча. Тоже возьму вот этот торф пластман с перлитом и тоже воткну. Все равно в тепличке есть место еще. И пускай укореняется. Потом кого-то из девчонок порадую. Так что всем обнимашки, всем мира и добра. Пожелайте нам скорейших красивых корешков. Пока-пока. Девочки, вы все видели, как она цвела. Это ее единственный цветонос. А может, у кого-то она, вот кто приобретет у меня ее, дай бог она укоренится, она кого-то этим цветоносом, которым меня радовала, будет радовать. Я надеюсь, что у меня вот на новом усике, надо прищепить, еще вырастут цветоносики. Я еще не раз увижу ее цветение. Но на этом уже было раз, два, тут видно даже ярусы. Видно, вот сейчас я помою. Раз, два, 3 яруса, 3 цветения было. Видите? Прикольная, красавица. Все, девчонки, пока-пока, обнимашки.